Привет, я доктор Берг. В этом видео обсудим ключевые нутриенты для красивых волос. Я всегда говорю, что нужно действовать изнутри наружу. Важно то, что попадает внутрь организма, а не кремы, сыворотки, шампуни и кондиционеры, наносимые на волосы. Они ничего не исправят, не восстановят, когда волосы мертвы. Волосы нужно питать изнутри. Итак, важнейшие вещества. Цинк. Очень важен. Цинк — это один из микроэлементов. Он нужен для ферментов, помогающих выращивать белки. Из-за дефицита цинка начинают выпадать волосы. Это один микроэлемент. Дальше у нас биотин. Он есть во многих продуктах. С их помощью можно вернуть себе волосы. Биотин — это витамин группы В. Он нужен для построения, роста и метаболизма белков. Но еще биотин укрепляет волосы, делает их более густыми. Если принимать только биотин, без некоторых других витаминов группы В, может развиться их дефицит. Так что обязательно принимайте... Биотин принимать можно, но обязательно принимайте комплекс витаминов группы В, только не синтетических. Далее, витамин В6. Это своего рода свеча зажигания. Он помогает всему остальному хорошо работать. Особенно он нужен, опять же, для белков, для волос. Но не только волос, также для кожи, для ногтей, для мышц. У людей с дефицитом витамина В6 есть проблемы с белками вообще и с коллагеном в частности. А поскольку волосы — это коллаген, витамин В6 нам необходим. Далее у нас медь. Медь — еще один микроэлемент, как и цинк. При дефиците меди появляются секущиеся кончики. Кончики волос расщепляются. Секущиеся кончики можно уладить стрижкой, но почему бы не использовать их как показатель внутренней проблемы? Медь — очень важный микроэлемент для ее решения. Далее, микроэлементы в целом. Всего микроэлементов около 90. Микроэлементы — это элементы, которые нужны в очень малых количествах. Они участвуют в создании ферментов и белков. Они нужны для формирования белков в организме, связок, сухожилий, волос, ногтей и так далее. Кремний — еще один очень важный микроэлемент. Он нужен для того, чтобы волосы и ногти были крепкими и не ломались. Поэтому, если у вас ломкие волосы, вам нужен кремний. Есть пищевые добавки, в которых только один микроэлемент — кремний. Далее, коллаген. Он нужен, потому что волосы состоят из этого белка — коллагена. У некоторых есть такая проблема — низкая кислотность в желудке, поэтому они страдают изжогой, кислотной отрыжкой. Это указывает на то, что у человека не хватает желудочного сока, и желудок не переваривает коллаген. Так что из-за проблем с пищеварением организм в буквальном смысле теряет коллаген. Тот тип коллагена, который я использую, у меня есть такой продукт, я дам ссылку. Я использую коллаген из чешуи промысловой рыбы, потому что в ней уникальный коллаген, помогающий восстанавливать и отращивать волосы. И там все нужные питательные вещества, а также натуральные витамины группы В. Иногда бывает такая проблема с волосами. У человека развивается алопеция, при которой волосы выпадают только местами, а иногда просто выпадают. Бывает, что появляется лысина. Так бывает у мужчин и не только при гормональных проблемах. Причина — повышенные андрогены, и сколько бы нутриентов вы ни употребляли, волосы вернуть не удастся, именно из-за высокого уровня андрогенов. Как с этим быть? Нужно принимать что-то, что дезактивирует фермент, приводящий к гормональному сдвигу. Это корень жгучей крапивы. Это очень нужное растение, которое я рекомендую и которое поможет прекратить избыточное производство андрогенов, особенно у женщин. Этот корень тоже есть в моем продукте. Вот и все мое видео о важнейших нутриентах. Поделитесь своим мнением в комментариях и спасибо за просмотр. Нажмите кнопку «Подписаться». Забыл, что дальше. До новых встреч. Я расскажу вам... Нажмите... Да, вы будете получать уведомления. Точно, уведомления. Все-таки вспомнил. Если вам нравится мои видео, нажмите кнопку «Подписаться», чтобы получать уведомления о новых видео. Большое спасибо.